Все, пошел домой. Друзья, всем привет! Сегодня будет видео с моей основной работы. Занимаюсь я внутренней отделкой помещений. И сегодня я хочу рассказать и показать вам весь процесс поклейки 3D панелей на стену. Поехали! Итак, давайте посмотрим поближе, как они выглядят. Это гипсовые панели. Они достаточно нежные и хрупкие. Вот видите, здесь уже царапина. Вот так выглядит обратная сторона. Клеятся они на специальный клей для гипсовых панелей. Затем все стыки шпаклюются. На момент монтажа панелей должен быть готов уже финишный потолок. Для монтажа панели я буду использовать вот такую гребенку для плиточного клея. Здесь зубец 8 на 8. Панели имеют не самую лучшую геометрию. Кое-где рисунок не очень хорошо совпадает. И не очень хорошо совпадает плоскость некоторых листов. Так что со шпаклевочкой придется потрудиться пару дней. Положил подложку вместе с ламинатом. Теперь можно произвести уже точные замеры нижней подрезки. Выполнил всю подрезку. Итак, друзья, вчера все панели были успешно приклеены на стену. Сегодня день второй. День шпаклевания стыков. Шпаклевку можно использовать любую на гипсовой основе. Поехали шпаклевать! Теперь осталось дождаться, пока шпаклевка высохнет, и зачистить все очень аккуратно. Ребят, дочистил один вертикальный шов на всю длину из 5. Конечно, титанический труд получается и очень нудный, но делать надо. Вот такое количество пыли только с одного шва. Итак, ребята, день четвертый после дня мучений, зачистки обычными абразивными сеточками и наждачками. Поехал в магазин, где продается все для покраски автомобилей. И купил там вот такие абразивные сеточки. Ну, просто зверские. Очень хорошо чистят. Просто, можно сказать, съедают шпаклевку. Нашел выход для себя. Все, друзья, наконец-таки вся стена зачищена. Можно приступать к следующему этапу. Грунтуем. Вместо еще одного слоя шпаклевки финишного я решил использовать автомобильный грунт под зачистку. Вот уже место я пробовал. И получается очень хорошо. Наносить буду краскопультом. Для придания законченного вида стене было принято решение по краям приклеить вот такой декоративный молдинг. И чтобы волны не торчали, нам нужно увеличить толщину, набрать толщину с помощью полоски гипсокартона, которую мы тоже приклеим, а наверх уже молдинг.
Теперь шпаклюем с двух сторон. Примыкание волн к молдингу и с этой стороны, где мы набирали толщину. Сделал вот такую вот времяночку, подключил лампочку. И сейчас с помощью света я проверю стену на недостатки. Выявлю все недочеты, все царапины, риски и помечу их карандашом, чтобы потом при шпаклевке не терять времени, так как стена белая и все сливается. Обозначил все места с недочетами и хорошенько обезжирил эти места. Все, теперь можно приступать к шпаклевке. Закончил всю зачистку, теперь нужно обеспылить всю поверхность. Итак, последняя на сегодня процедура перед завтрашней окончательной покраской – это обезжиривание всей поверхности. Использую любой обезжириватель. Итак, друзья, наконец-таки этот долгожданный день настал. Все готово к покраске. Давайте это сделаем. Поехали! Для покраски стены буду использовать вот такую матовую эмаль. Первый слой подсох, наносим второй. Нанес 2 слоя краски. Сейчас стена выглядит таким образом. Этот блеск уйдет, стена будет полуматовая. Остался один последний слой. Ну вот, друзья, наконец-таки 10 дней мучений подошли к концу, но это время не было потеряно зря. Стена из 3D гипсовых панелей наконец-таки готова. Давайте я вам покажу, что у меня получилось. Те, кто смотрел предыдущие видео, уже знают, насколько трудоемкой была работа по монтажу светильника в данную стену, чтобы все получилось аккуратно, как здесь, а также здесь и аналогично с этой стороны. Стена окрашена в 3 слоя. Если мы проанализируем все 10 дней работы, то получается примерно следующая картина. На поклейку всех 3D панелей, друзья, у меня ушел ровно 1 день. Затем 8 дней были шпаклевки, бесконечные зачистки, грунтовки. Короче, 8 дней мучений. 8 дней подготовки к последнему дню, самому приятному. Красить было одно удовольствие. Получилось все очень замечательно. Получилась красота просто. Друзья, специально для тех, кто решит повторить данный подвиг, я скажу, что в этом нет ничего сложного и страшного. Беритесь, пробуйте, просто запаситесь большим количеством терпения и нервов, они вам 100% понадобятся, так как работа очень монотонная и бывает просто надоедает, хочется все бросить. Но уверен на 100% у вас все получится. Кому видео было полезно, ставим палец вверх, а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, друзья, до новых встреч!